одно тихое зимнее утро в небольшом промышленном районе на окраине города появился новый гараж. Первым делом странный сосед, одетый в простую одежду и с всегда занятой головой, начал таскать внутрь тяжелые коробки. Никто особо не обращал внимания, потому что в районе было полно таких же гаражей, где местные мастера увлеченно чинили машины или разрабатывали очередные необычные устройства. Но этот, казалось бы, обычный гараж скрывал в себе нечто куда более значимое. Наш герой, имя которого оставалось неизвестным, начал свой путь с простого стремления — создать что-то, что изменит его жизнь. Его амбиции не были заметны окружающим, но он обладал удивительной решимостью и упорством. Внутри гаража слышались звуки работы, стук молотка, шорох бумаги и даже низкий гул механизмов. Секрет начинания был прост. Он взялся за проект, который казался невозможным для реализации в столь скромных условиях. Скрипя дверью, он время от времени выходил на улицу, чтобы набросать что-то на листе бумаги, который постоянно испещрялся странными формулами и чертежами. Ему было нужно больше пространства для креатива, а гараж стал его укромным уголком, где он мог свободно думать. Постепенно гараж преобразился из захламленного помещения в центр идей и инноваций. Однако на этом история не заканчивается. За этими дверями произошло нечто, что изменило его жизнь навсегда. Вскоре гараж станет местом новых открытий и неожиданных союзов. Первые шаги, неожиданные находки и открытия. Гаражный свет пробивался сквозь запыленные окна, освещая рабочий стол, все в том же заваленном чертежами и инструментами. Но именно здесь начались неожиданные находки, которые стали отправной точкой в его удивительном путешествии. Среди старых механизмов и деталей, тщательно собранных на местных свалках и гаражных распродажах, наш герой обнаружил каталитический преобразователь. Устройство, которое в будущем станет ключевым элементом его инновации. Изучая его возможности, он понял, что эта находка может дать толчок для создания совершенно нового продукта. Вдохновленный этой мыслью, он начал экспериментировать с материалами, проводя бесконечные часы за сборкой и разборкой различных механизмов. И вот, однажды, соединяя провода и тестируя детали, он услышал неожиданный сигнал. Слабый, но отчетливый. Это был знак, подтверждающий, что он на правильном пути. Однако находки не ограничивались лишь деталями. Однажды в поисках необходимого элемента он наткнулся на старую книгу по химии. Внутри необычные формулы и примечания, оставленные кем-то много лет назад. Эти записи были не просто случайными записями, а целым кладезем идей, которые вдохновили его на создание концепции, которая в будущем изменит всю его жизнь и многих других. Эти удачи не только укрепили его решимость, но и подтолкнули к дальнейшим, более смелым шагам. Вскоре за дверями гаража начнут появляться неожиданные союзники и будет заложен фундамент для чего-то великого. Неожиданные союзники. Кто был на его стороне? Как часто бывает в жизни, смог он достичь своего успеха не только благодаря собственным усилиям, но и благодаря совершенно неожиданным союзникам. Одним из первых людей, обративших внимание на его гараж, стал местный инженер-пенсионер, который всю жизнь увлекался механизмами. Они познакомились случайно, когда инженер заметил, как наш герой подбирает детали на гаражной распродаже. Инженер увидел в молодом энтузиасте отражение себя в юности, полного энергии и жажды экспериментов. Инженер не только поделился собственным опытом, но и помогал ему с маркировкой и типизацией различных технических элементов. Он показал, как можно обойти общепринятые методы и подсказал некоторые из своих собственных наработок, которые стали ключевыми в разработке продукта. Их сотрудничество приняло форму необычного дуэта, где молодость и энергия нашего предпринимателя сочетались с мудростью и опытом его пожилого наставника. Вскоре к ним присоединилась еще одна удивительная личность — местная учительница химии, которая случайно наткнулась на его эксперименты с каталитическим преобразователем. Увидев потенциал, она предложила свои знания о сложных химических реакциях, усиливая их проект. Именно ее помощь позволила значительно ускорить процесс разработки и избежать множества возможных ошибок. Но на этом чудеса не закончились. Когда герой рассказал о своих целях паре местных студентов, те, впечатленные его настойчивостью и амбициями, предложили свою помощь в качестве волонтеров. Эти молодые умы привнесли свежие идеи и навыки программирования, необходимые для создания прототипов и тестирования новых решений. Объединив усилия всех этих людей, молодой предприниматель постепенно выстраивал свою уникальную команду, каждая из частей которой вносила свой вклад в проект. Их поддержка и разнообразие навыков стали основой для следующего этапа в его бизнес-истории. Впереди героев ждала большая победа, но до этого была еще одна преграда, с которой им предстояло столкнуться. Прорыв через трудности. Секреты преодоления.
Никакой путь к успеху не проходит без трудностей, и наш герой не был исключением. Каждое утро начиналось с новых испытаний, неполадки в оборудовании, ограниченные ресурсы, а иногда простое истощение. Но в эти моменты настойчивость сыграла ключевую роль. Он понял, что настоящий успех зависит от умения воспринимать каждую проблему как новую возможность для роста. Вместо того, чтобы сдаваться на полпути, он брался за усовершенствование своих методов и анализировал, где можно внести улучшения. В какой-то момент одна из главных преград стала пробуксовка финансирования. Денег катастрофически не хватало, и проект мог просто остановиться. Но герой нашел нестандартное решение. Он договорился с местным владельцем металлопрокатного бизнеса обменять свои услуги по ремонтам на нужные детали и материалы. Этот бартер стал спасительной мерой, позволившей продолжать экспериментировать и не останавливаться на достигнутом. Также важную роль сыграла способность героя обучаться на ходу. Развивая свое ноу-хау в процессе, он часто встречался с новыми технологиями и методами, о которых ранее не слышал. Эти знания позволяли ему обходить многие проблемы, ускоряя процесс разработки и исследования. Так, он научился программированию на уровне достаточном, чтобы создавать прототипы самостоятельно, что заметно сократило расходы на аутсорсинг. Огромным испытанием стала конкуренция. Несмотря на уединение, слухи о его разработках начали просачиваться за пределы гаража, привлекая внимание конкурентов. Наш предприниматель решил не паниковать, а воспользоваться этой ситуацией для изучения конкурентов, подчеркивания их слабых сторон и улучшения своих решений. Он внедрил стратегии, позаимствованные у других успешных бизнесов, и адаптировал их под свои условия, что позволило ему оставаться на плаву. Через постоянные усилия, бартерные сделки и изучение новой информации герой сумел не только преодолеть трудности, но и сумел извлечь из них пользу. Эти испытания закалили его дух и подготовили команду к следующему шагу, первой значимой победе, которая уже маячила на горизонте. Впереди их ждал момент, когда шанс станет реальностью и все усилия дадут свои плоды. Первая победа, когда шанс стал реальностью, ключевой момент настал неожиданно и внезапно. Один из студентов, помогавших в работе над проектом, случайно упомянул о предстоящей ярмарке технологий в соседнем городе. Это событие привлекло внимание множества инвесторов и энтузиастов, и наш герой, естественно, заинтересовался этой возможностью. В течение нескольких недель герои работали без устали, чтобы подготовить прототип для презентации на выставке. Это был тот самый каталитический преобразователь, который стал квинтэссенцией всех их усилий и экспериментов. Подготовка шла полным ходом. Была разработана презентация, в которой каждая деталь была продумана до мелочей, чтобы максимально впечатлить потенциальных инвесторов. В день ярмарки, когда двери выставочного зала распахнулись, внимание посетителей сразу же привлек стенд, где команда представила свое изобретение. Устройство, казалось, дышало новым подходом к технологии, и каждый зритель был в восторге от его возможностей. Ключевой момент настал, когда один из инвесторов, известный своим чутьем на перспективные изобретения, проявил интерес и попросил продемонстрировать прототип в действии. Это была возможность, которую нельзя было упустить. Когда устройство успешно продемонстрировало свои возможности вживую, никто не остался равнодушным. Инвестор, впечатленный увиденным, предложил первую значительную денежную поддержку, которая превратила мечту героя в реальную бизнес-возможность. Эта победа ознаменовала не только признание его идеи, но и стала отправной точкой для дальнейшего развития компании. Он получил не только денежные средства, но и уверенность в том, что его идея имеет огромный потенциал. Поддержка инвестора дала возможность расширить производство, улучшить технологии и привлечь еще больше талантливых специалистов. Этот шанс изменил все, и наш герой был готов к новым вызовам, которые привнесет его идея на пути к многомиллионному успеху. Тайные стратегии. Почему он выбрал уединение? Вопрос, который мучает многих. Почему же наш герой выбрал уединение как стратегию развития? Ответ кроется в его уникальной философии ведения бизнеса. Для него гараж стал не просто рабочим местом, а настоящим убежищем, где он мог полностью сосредоточиться на своих идеях и избегать отвлекающих факторов. Уединение дало ему возможность контролировать каждый аспект своего творческого процесса и не зависеть от внешнего мнения, что оказалось крайне важным для достижения его целей. Кроме того, уединение позволило ему сохранить свои разработки в секрете, что особенно важно в конкурентной среде. В мире технологий любая утечка может обернуться потерей конкурентного преимущества, и наш герой понимал это как никто другой. Работая в одиночку с поддержкой узкого круга верных союзников, он мог экспериментировать без страха, что его идеи будут украдены или коммерциализированы другими. Таким образом, его стратегия заключалась в том, чтобы максимально защитить свои разработки от внешнего влияния и сохранить контроль над творческим процессом. Однако это не означало абсолютной изоляции. Наш герой сделал ставку на качество межличностных связей.
привлекая на свою сторону людей с уникальными навыками и знаниями. Каждый из них вносил свой вклад в общее дело, и вместе они создавали нечто, что в одиночку он вряд ли бы смог. Стратегия уединения позволила не только сохранить секретность, но и создать атмосферу доверия и сотрудничества среди своей небольшой, но талантливой команды. Именно это сочетание уединения и выборочного сотрудничества дало ему необходимую гибкость и скорость в принятии решений. Работая в своем гараже, он контролировал каждую деталь процесса, избегая бюрократических проволочек и ненужных задержек. Подобный подход не только помог ему наладить производство, но и заложил основу для дальнейших успехов компании. Как оказалось, уединение стало не просто тактикой, а важной частью его стратегии, которая позволила двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее. Но впереди его ждало еще одно большое испытание, которое развернуло его судьбу в неожиданном направлении. Поворотный момент — неожиданная трансформация. Когда казалось, что успех уже не за горами, наш герой столкнулся с серьезным испытанием, которое могло обречь проект на провал. В один из вечеров, когда он работал над улучшением своей технологии, случилось непредвиденное. Оборудование, на которое полагалась вся система, вышло из строя. Без него дальнейшее продвижение казалось невозможным. Это был тот самый момент, когда реальность грубо напомнила о себе, и он осознал, что без надежного оборудования все начинание может рухнуть. В панике, но не теряя надежды, он начал искать способы решения проблемы. Обращаться к распространенным каналам поставки не было времени, и тогда он вспомнил о своем старом друге, инженере, который ранее помогал с разработками. Через личные связи ему удалось достать новое, улучшенное оборудование по сниженной цене. Это не только спасло проект, но и позволило ему перейти на новый уровень эффективности. Однако это было лишь начало трансформации. Одновременно с техническими трудностями пришло осознание, что текущая бизнес-модель не сможет выдержать растущего спроса. Герой понял, что ему необходимо сменить подход, начать автоматизировать процессы и внедрять современные технологии. С помощью студентов-программистов, которые уже помогали в разработках, он начал интеграцию новейших программных решений. Процесс был непростым, но результаты не заставили себя ждать. Скорость производства увеличилась, а качество продукта значительно улучшилось. Однако трансформация касалась не только технологий, но и самого подхода к бизнесу. Понимая, что не может справиться в одиночку, герой решил привлечь дополнительное финансирование и расширить команду. За короткое время он нашел еще нескольких специалистов, готовых присоединиться к проекту. Они принесли новые идеи и навыки, которые помогли преодолеть появляющиеся барьеры и двигаться дальше. Эта трансформация стала настоящим ключевым моментом, благодаря которому его проект, ранее находившийся на грани обрыва, обрел второе дыхание. Успешно преодолев этот кризис, он был готов продолжать движение вперед, превращая свои идеи в ощутимый успех. Впереди его ждал путь к тому, чтобы простая задумка, рожденная в гараже, привела к созданию многомиллионного бизнеса. Путь к миллионам, как простая идея, изменила все. Простая идея, которая зародилась в гараже, стала основой для многомиллионного бизнеса. В самом начале наш герой задался целью оптимизировать каталитический преобразователь, увидев в этом огромный потенциал. Он заметил, насколько важно уменьшить затраты и повысить эффективность этого устройства, и посвятил множество часов изучению и экспериментам. Первой задачей было снижение себестоимости производства. Герой внедрил инновационные материалы и изменил конструкцию устройства, что позволило значительно сократить затраты на его производство. Вторым шагом стало улучшение производительности устройства. Герой работал над его основными характеристиками, экспериментируя с различными конфигурациями и тестируя новые методики. Результаты превзошли все ожидания. Устройство стало работать быстрее и эффективнее, чем его аналоги. И это стало очевидным конкурентным преимуществом. Одновременно с этим он осознал необходимость в автоматизации всего производственного процесса. С помощью студентов-программистов были разработаны программные решения для оптимизации всех этапов производства, от закупки сырья до контроля качества. Но ключевой успех пришел, когда он нашел способы применения своего устройства в различных отраслях, расширив клиентскую базу. Энергетические компании, предприятия пищевой и химической промышленности быстро оценили его инновацию. Это позволило привести бизнес на новый уровень, принося стабильный и высокий доход. Постепенно его изобретение стало основой для расширения компании в другие регионы и страны. Так, благодаря видению, упорству и смелости, простая идея из гаража трансформировалась в мощный бизнес. Этот путь к миллионам показал, как одно изобретение может изменить все, а успешная стратегия и готовность учиться на ходу играют ключевую роль в достижении мечты. Правда о жизни нового миллионера?
за кадром скрывалась настоящая история нового миллионера. История, о которой мало кто знал, но которая была не менее удивительна, чем его успех. Поначалу его жизнь напоминала ежедневную борьбу. Утром и вечером он уделял все свое время проекту, почти не видя друзей или семью. Это была цена, которую он готов был заплатить за свою мечту. Жизнь вне гаража была скромной. Он жил в небольшой квартире, предпочитал скромные обеды и не имел привычки тратить деньги на ненужные вещи. Этот образ жизни позволял ему инвестировать все свои сбережения в бизнес, минимизируя личные расходы. Однако с приходом первых больших успехов его жизнь начала меняться. Он стал нанимать специалистов для расширения производства и продвижения бренда. Теперь у него была команда, работающая над развитием компании на различных рынках. В бизнесе он продолжал быть требовательным, но оставался доброжелательным лидером, который ценил свою команду так же, как и свои идеи. Несмотря на успех, он оставался человеком с простыми привычками. Большую часть времени он проводил в раздумьях о новых проектах и возможности улучшить свои разработки. Деньги для него стали лишь средством для достижения новых целей, а не самоцелью. Но его тайна оставалась в том, что независимо от финансовых достижений, он стремился сохранить свою независимость и свободу от внешнего давления. Такой подход позволял ему оставаться мотивированным и не останавливаться на достигнутом. Впоследствии он применил свои принципы к новым областям, инвестируя свое время и средства в развитие технологий, которые могли бы сделать мир лучше. Его история напоминала о том, что истинное богатство заключалось не только в деньгах, но и в способности не терять из виду свои идеалы и мечты. Наследие, что оставил после себя таинственный бизнесмен. Когда дымка времени рассеялась, вокруг имени нашего героя стали собираться легенды. Он оставил после себя не только успешный бизнес, но и значимое наследие, которое продолжало влиять на жизни многих людей. Его компания, начавшая свой путь в гараже, стала вдохновением для нового поколения предпринимателей, доказывая, что любая, даже самая смелая идея может стать реальностью. Множество молодых людей, вдохновленных его примером, начали свои собственные проекты, стремясь повторить его успех. Его инновации в области каталитических преобразователей не только сделали производство более экологичным, но и стали стандартом для многих отраслей. Эти достижения внесли значительный вклад в защиту окружающей среды, что также повысило социальную ответственность бизнеса. Компании по всему миру начали адаптировать его методы, возводя экологичность в ранг корпоративной стратегии. Это позволило сократить выбросы вредных веществ и снизить нагрузку на природу, что было истинным подарком будущим поколениям. Кроме того, наш герой активно инвестировал в образование и науку, создав фонд для поддержки молодых талантов. Благодаря его вкладу многие студенты получили возможность учиться и развивать свои навыки в лучших образовательных учреждениях. Фонд также финансировал исследовательские проекты, направленные на разработку новых технологий, что ускорило научный прогресс в различных областях. Эта инвестиция в будущее позволила многим реализовать свои амбиции и внести вклад в развитие общества. Сам бизнесмен, несмотря на все достижения, оставался скромным в личной жизни. Его идеология помогать другим и развивать инновации продолжила жить в умах и сердцах тех, кто вдохновлялся им. Уходя в тень, он всегда делал акцент на том, что истинная ценность жизни заключается не только в материальных благах, но и в возможности изменить мир к лучшему. Его история стала уроком и напоминанием о том, что великое начинается с малого, и даже из скромного гаража может родиться нечто значительное и вечное.